Михаилу было 44. Мелкая сетка морщин у глаз свидетельствовала о привычке щуриться от монитора в городском офисе, а крепкие широкие ладони с вечно сухой кожей о любви к плотницкому делу в выходные. В его волосах, когда-то густых и темных, теперь все чаще проглядывала соль седины, особенно заметная при свете люминесцентных ламп. Каждый вечер он совершал один и тот же ритуал. Оставлял за спиной гудящий, пропахший кофе и бензином город и нырял в зеленый зев пригородного шоссе. Его ждал уютный дом, сложенный из бруса, где на крыльце дежурил старый лабрадор Грей, а в окнах горел теплый, не по-городскому желтый свет. Там была Елена, жена, пахнущая домашним печеньем и спокойствием, и взрослая дочь Юлька, которая хоть и жила уже наполовину своей жизнью, все еще любила приходить к отцу в мастерскую просто посидеть. Но дорога была его личной ничьей землей. В первый раз это случилось в обычный вторник. Ноябрь за окном Нивы выкрасил мир в 50 оттенков серого. Михаил ехал медленно, придерживая руль одной рукой. Внезапно в свете фар, на самой границе с густым ельником, мелькнуло движение. Что-то маленькое, едва ли выше метра, метнулось с обочины в чащу. Силуэт был странно человеческим. Нелепый взмах рук, сгорбленная спина, стремительный ломаный шаг. «Заяц, что ли?» — вслух произнес Михаил, хотя сердце на мгновение сбилось с ритма. Или лиса облезлая. Он пожал плечами и прибавил газу. Дома его ждал ужин, ворчание кошек у пустых мисок и привычный шум телевизора. К утру воспоминание стерлось, как сон. На второй день это повторилось. Точно в том же месте, у покосившегося километрового столба. Тот же невысокий силуэт, похожий на ребенка или очень маленького сгорбленного взрослого, нырнул в кусты за секунду до того, как его настиг прямой луч света. Михаил даже притормозил. «Показалось», — прошептал он, чувствуя, как на затылке зашевелились мелкие волоски. «Усталость. Надо выспаться». На третий день он ждал этого места с тревогой. Он выключил радио, в салоне воцарилась тишина, нарушаемая только шуршанием шин по влажному асфальту. И оно появилось. Снова. На этот раз фигура не просто пробежала мимо, она на мгновение замерла на кромке леса, прежде чем исчезнуть. Михаил успел заметить странную одежду, не то лохмотье, не то старое пальто не по размену. Рост едва до колена взрослому мужчине. Оно двигалось с пугающей скоростью, но в этом движении было что-то знакомое, что-то такое, от чего в животе похолодело. Когда он заехал во двор, Грей не выбежал навстречу, а лишь глухо зарычал из своей будки. «Миша, ты чего такой бледный?» Елена встретила его в дверях, вытирая руки о фартук. «Опять на работе оврал?» Он посмотрел на нее, на знакомую уютную кухню, на дочь, уткнувшуюся в телефон, и вдруг понял, что не может им рассказать. Как объяснить взрослым, разумным людям, что его преследует лесной карлик на дороге, по которой он ездит 10 лет? «Просто устал, Лен, дорога тяжелая, туман», — выдавил он из себя. Но ночью он не спал. Он лежал, слушая, как кошки бегают по чердаку, и думал, что завтра ему снова придется ехать мимо того столба. И самое страшное было не в том, что он это видит, а в том, что с каждым разом силуэт казался все менее чужим. На четвертый день страх перестал быть просто неприятным предчувствием. Он стал физическим, липким, как ноябрьский туман. Михаил весь день в офисе не мог сосредоточиться. Цифры в отчетах путались, лица коллег казались картонными масками. Его мысли раз за разом возвращались к тому злосчастному отрезку пути. Он нарочно задержался на 15 минут, надеясь, что если изменит время, оно исчезнет. Но дорога не отпускала. Михаил вцепился в руль Нивы так крепко, что костяшки пальцев побелели. В салоне пахло старой кожей и мятной жвачкой, которую он пытался перебить сухость во рту. Фары прорезали густую темень. Лес по бокам казался теперь не просто деревьями, а затаившимся зверем, который ждет, когда он приблизится к той самой черте. «Это просто игра воображения», — твердил он себе, чувствуя, как холодный пот стекает по спине. «Оптическая иллюзия, преломление света в тумане. Я взрослый человек, у меня дом, семья, кредиты, я не могу бояться тени». Вот он, тот самый поворот, покосившийся столб. Михаил почувствовал, как сердце ухнуло куда-то в область желудка. Он хотел зажмуриться, но не мог, глаза словно против воли впились в обочину.
Силуэт стоял там. На этот раз он не бежал сразу. Маленькая фигура в неопределенно темном одеянии стояла боком к дороге, глядя вглубь леса. Но в тот момент, когда свет фар коснулся ее, она медленно, слишком медленно для животного, начала поворачивать голову в сторону машины. Михаил не разглядел лица, только общее очертание, острый подбородок и что-то темное на месте глаз. В следующий миг существо сорвалось с места и короткими ломаными прыжками исчезло в чаще. «Твою ж мать!» — выкрикнул Михаил, и этот крик показался ему чужим в тесном пространстве машины. Он с силой вдавил педаль газа в пол. Мотор взревел, машина подскочила на ухабе, ее едва не повело на скользкой обочине, но Михаил только крепче сжал руль. Ужас, первобытный и необъяснимый, гнал его прочь. Ему казалось, что если он остановится, если хоть на секунду замедлит ход, эта маленькая тень просунет свои тонкие пальцы сквозь уплотнитель двери или запрыгнет на крышу. Он пролетел оставшиеся километры на скорости, которую никогда не позволял себе на этой узкой дороге. Въехав во двор, он не сразу заглушил мотор. Свет фар упирался в стену сарая. Михаил сидел, тяжело дыша, и смотрел, как дрожат его руки на руле. Грей залаял в своей будке, не радостно, а как-то тревожно, с надрывом. Михаил понял, если он не возьмет ситуацию под контроль, он просто сойдет с ума. Страх, который он привозил домой каждый вечер, начал отравлять его тихую гавань. Он срывался на кошек, невпопад отвечал Елене и вздрагивал от каждого шороха веток за окном. Он зашел в хозяйственный магазин, купил мощный светодиодный фонарь, тяжелый в металлическом корпусе, который удобно ложился в руку, словно дубинка. На заднее сиденье Нивы он еще с утра положил старый топорик для колки щепы, прикрыв его ветошью. Это давало иллюзию безопасности, хотя в глубине души Михаил понимал, против того, что он видел, сталь и свет могут оказаться бесполезны. Вечер выдался тихим, туман ушел, сменившись колким морозцем. Небо над лесом было чистым. Михаил подъезжал к тому самому месту. В этот раз он не гнал, напротив, он сбросил скорость до 30 км в час. Сердце колотилось о ребра, как пойманная птица, но в голове была странная холодная решимость. «Я не сумасшедший. Я просто посмотрю ему в лицо», — твердил он себе. И оно появилось. Справа. Чуть впереди. Маленький силуэт вынырнул из густого малинника и, припадая к земле, двинулся к обочине. Михаил резко ударил по тормозам. Колеса заблокировались, машина юзом прошла пару метров и замерла, ослепляя лес фарами. Силуэт застыл в 10 метрах от капота. Михаил схватил фонарь, рванул ручку двери и выскочил наружу. Холодный воздух ударил в лицо. «А ну, стоять!» — крикнул он, и его голос, сорвавшийся на хрип, показался ему жалким в этой огромной лесной пустоте. Он вскинул фонарь и нажал на кнопку. Мощный луч белого света прорезал сумерки, ударив точно в цель. Фигура съежилась, закрываясь руками. Это был человек, но какой-то неправильный. Очень маленький, ростом 7-летнего ребенка, но пропорции тела были взрослыми. На нем было нагромождение старой засаленной одежды, несколько курток, надетых одна на другую, какие-то серые лохмотья, обмотанные вокруг шеи вместо шарфа, и бесформенная шапка, натянутая до самых бровей. Михаил сделал шаг вперед, не опуская фонарь. Луч выхватил из темноты лицо. Оно было густо покрыто сетью глубоких морщин, в которых забилась дорожная пыль и копоть. Это был не ребенок и не лесной дух. Это был старик, крошечный, иссохший, словно вырезанный из старой коряги. Его глаза, огромные и слезящиеся от яркого света, смотрели на Михаила с такой смесью ужаса и отчаяния, что у того перехватило дыхание. Старик не нападал, он дрожал, весь от кончиков грязных пальцев до нелепого шарфа. Он прижимал к груди какой-то сверток, завернутый в мешковину. «Ты кто такой?» — выдохнул Михаил. Его голос больше не гремел, он звучал растерянно. Старик ничего не ответил.
Он только сильнее втянул голову в плечи и издал тихий, похожий на скулёж звук. Он попятился, споткнулся о выступающий корень ели и повалился на спину. Но даже падая, отчаянно прижимал к себе свой сверток. Михаил замер. Весь его страх, копившийся эти 5 дней, вся его готовность защищаться топориком и фонарем, вдруг лопнули, как мыльный пузырь. Вместо них пришлось странное, колючее чувство стыда. Он стоял здесь, сильный, успешный мужчина в дорогой куртке, с полным баком бензина и теплым домом в 5 минутах езды, и до смерти напугал это маленькое загнанное существо. «Эй, подожди, я не трону!» Михаил опустил луч фонаря в землю, чтобы не слепить старика. «Ты чего здесь? Живешь тут, что ли?» Старик быстро, по птичьи, перебирая ногами и руками, отполз вглубь кустов. Там, в тени, он остановился и на секунду обернулся. В неверном свете, отраженном от земли, Михаил увидел его взгляд. Не сумасшедший, а бесконечно одинокий. Так смотрят те, кто давно перестал ждать помощи от мира людей. Через мгновение ветки сомкнулись. Старик исчез в лесу так же бесшумно, как и в прошлые вечера. Михаил стоял у машины. Двигатель Нивы привычно урчал, фары равнодушно светили в пустоту. Он посмотрел на свои руки, они все еще дрожали, но уже не от страха. В голове набатом стучала одна мысль. Старик был не просто маленьким. Он был почти невидимым. Человек-тень, который годами бегал мимо этой дороги, и никто, ни Михаил, ни соседи по деревне, его не замечали. Пока Михаил сам не начал чувствовать какую-то внутреннюю трещину, какой-то надлом в своей благополучной, расписанной по часам жизни, он тоже был слеп. Он медленно сел в машину. В салоне все еще пахло мятой и обжитым уютом, но этот уют теперь казался Михаилу хрупким, как яичная скорлупа. Дома все было как обычно. Елена поставила на стол чай, Грей ткнулся мокрым носом в ладонь, Юля о чем-то весело спорила с матерью. Михаил смотрел на них и вдруг почувствовал, что между ним и его семьей выросла невидимая стена. Он не мог просто взять и рассказать им о старике. Не потому что боялся, что его сочтут сумасшедшим, а потому что этот старик теперь стал его личной тайной, его личным зеркалом. «Миш, ты точно в порядке?» Елена положила руку ему на плечо. «Ты какой-то не здесь». «Да, Лен, все хорошо». Он накрыл ее ладонь своей. «Просто сегодня я понял, что лес гораздо больше, чем кажется из окна машины». Ночью он не мог уснуть. Он представлял, как там, в промерзшем малиннике, маленький человек прижимает к себе свой сверток, пытаясь согреться. Михаил понимал, завтра он снова поедет по этой дороге. 6-й день начался с того, что Михаил впервые за долгое время внимательно посмотрел на содержимое своего холодильника. Раньше это было просто топливо, йогурты, нарезка, вчерашний гарнир. Теперь же он видел в этом жизнь. Пока Елена была в саду, а Юля спала, он собрал пакет. Он действовал почти воровато, хотя крал у самого себя. В пакет отправился свежий хлеб, большой кусок запеченной говядины, который остался от вчерашнего ужина, пара яблок и термос с густым чаем, в который он щедро насыпал сахара. Почему-то ему казалось, что старику сейчас нужнее всего именно тепло и калории. Весь день в городе он чувствовал себя иначе. Коллеги казались ему странными. Они спорили о курсах валют, о новых моделях телефонов, о политике, а Михаил думал о том, что где-то в 5 километрах от его дома, в сыром ельнике, живет человек, чье существование сузилось до одного — выжить. И в этом была какая-то пугающая, честная простота, которой Михаилу не хватало. Когда он подъехал к тому самому месту, солнце уже скрылось за горизонтом, оставив на небе лишь узкую полоску фосфорисцирующей бирюзы. Михаил остановился. На этот раз он не стал включать дальний свет и не выбегал из машины. Он просто приоткрыл дверь. В салоне сразу стало холодно. Он вышел, держа пакет в руках. Лес молчал. «Эй!» — негромко позвал Михаил. «Я еды принес. Оставлю здесь, на камне. Ладно?»
Он положил пакет на плоский валун у обочины, прямо под тем самым километровым столбом. Его сердце билось ровно, страх ушел, оставив после себя странную пустоту, которой хотелось заполнить чем-то добрым. Михаил отошел к машине, но не сел в нее. Он облокотился на капот и закурил. Привычка, от которой он почти отказался под давлением жены, но сейчас ему это было необходимо. Минуты тянулись медленно. Из леса не доносилось ни звука. Михаил уже подумал, что старик слишком напуган вчерашним и не выйдет. Но потом ветки дрогнули. Сначала показались тонкие, похожие на сучья пальцы. Они вцепились в край валуна. Затем из темноты выплыло лицо, испуганное, недоверчивое. Старик смотрел на пакет так, словно это была ловушка. «Там хлеб и чай. Горячий», — тихо сказал Михаил, стараясь не делать резких движений. Старик перевел взгляд на Михаила. В этом взгляде уже не было той дикой паники, только бесконечная вековая усталость. Он медленно, почти не отрывая взгляда от мужчины, протянул руку и схватил пакет. Затем, так же бесшумно, как и появился, он отступил в тень. Михаил услышал тихий шорох разрываемой бумаги и вдруг звук, который заставил его сердце сжаться. Это был не плач и не смех, а что-то среднее, прерывистый, хриплый вздох облегчения. «Спасибо», — донеслось из темноты. Голос был настолько слабым и заржавевшим от долгого молчания, что Михаил едва разобрал слово. «Завтра еще привезу», — ответил Михаил. Он сел в машину и поехал домой. В зеркале заднего вида он видел, как маленькая фигурка все еще стоит у края дороги, глядя вслед габаритным огням его Нивы. В этот вечер дома Михаил не стал закрывать дверь на засов. Он долго сидел на крыльце, слушая, как Грей во сне перебирает лапами. Он понял, что этот старик на дороге был не просто случайным встречным. Он был напоминанием о том, как легко потеряться, как легко стать тенью в этом огромном мире. Михаил смотрел на свой дом, на свою жизнь, и она больше не казалась ему приличной картинкой из журнала. Она казалась ему даром, который он принимал как должное. «Пап, ты чего здесь сидишь? Холодно же?» Юля вышла на крыльцо и накинула ему на плечи старый плед. «Смотрю, как лес засыпает, Юль». Михаил улыбнулся и притянул дочь к себе. «Знаешь, мы иногда слишком быстро ездим, не успеваем заметить тех, кому нужно просто немного хлеба и тепла». Юля непонимающе посмотрела на него, но промолчала, просто прижавшись щекой к его плечу. На следующий день Михаил подготовился основательнее. В гараже он отыскал старую, но еще крепкую зимнюю куртку, которую Юля уже давно не носила. Она была как раз небольшого размера. В карманы он положил несколько пачек галет, термос с домашним супом и, сам не зная зачем, пачку хорошего табака. Его снедало любопытство, смешанное с болезненным состраданием. Кто этот человек? Как можно годами жить в лесу, буквально в паре километров от обжитой деревни, и оставаться невидимым? Михаил вспоминал себя, как он мчался по этой дороге, погруженный в мысли о годовых отчетах, ремонте крыши и страховке на машину. Он понял, что все это время он смотрел, но не видел. Вечером он приехал раньше, когда лес еще не окончательно утонул во тьме. Михаил заглушил мотор и сел на поваленное бревно неподалеку от валуна. «Я принес теплые вещи. Скоро морозы, в твоем тряпье не выжить». Тишина. Только сосна скрипела где-то наверху, раскачиваемая ветром. Прошло минут 10. Михаил уже начал замерзать, когда кусты справа зашелестели. Старик появился не со стороны обочины, а словно соткался из сумерек за спиной Михаила. Тот вздрогнул, но остался сидеть. «Зачем тебе это?» — хрипло спросил старик. Он подошел на 3 шага, не ближе. «Не знаю», — честно ответил Михаил. «Наверное, потому что я тебя увидел, а раз увидел, значит, уже не могу сделать вид, что тебя нет. Как тебя зовут?» Старик долго молчал, словно вспоминал слово, которое давно не произносил. «Василий Семенович. Был когда-то». «Расскажи, Василий Семенович, как так вышло? Почему лес?
У нас в деревне есть пустые дома, можно было бы...» Старик вдруг издал короткий сухой смешок, похожий на треск сучьев. «В домах люди, милок, а люди — это вопросы, документы, жалость или злоба. А в лесу я никто, ветер, тень. Я тут уже 5 лет, или 7, после того, как мой дом в городе за долги, да и неважно это. Сын погиб, жена не выдержала, а я маленький, я всегда был незаметным. Вот и решил стать совсем невидимым. Так проще, не больно». Михаил смотрел на него и чувствовал, как внутри что-то надламывается. Этот человек не был сумасшедшим, он просто сломался под тяжестью жизни и выбрал единственный способ не чувствовать боли — исчезнуть. Михаил вдруг узнал в этом себя. Разве он сам не исчезал каждый день в своих бумагах, в привычных маршрутах, в молчании за ужином? Разве он не прятался за фасадом успешного семьянина, боясь признаться, что порой чувствует себя таким же одиноким и потерянным, как этот старик в лесу? «Тебе нельзя здесь оставаться, Василий Семенович. Зима будет лютая». Михаил встал. «У меня в конце участка есть сарай. Он утепленный, там раньше летняя кухня была. Печка-буржуйка стоит, дрова есть. Собака у меня добрая, не тронет». Старик отшатнулся, его глаза снова наполнились диким звериным страхом. «Нет, не пойду, нельзя мне к людям, я отвык, я испорчу все». «Ты ничего не испортишь», — мягко сказал Михаил, делая шаг навстречу. «Ты просто будешь жить там, никто не узнает, если не хочешь. Я буду еду приносить, дочка у меня взрослая, поймет, жена, Елена, добрая, она не выдаст». Василий Семенович смотрел на Михаила, и в его глазах боролись два чувства — привычный ужас перед миром и крошечная, едва теплящаяся надежда. «Почему ты это делаешь?» — прошептал старик. «Ты же меня боялся. Я видел, как ты гнал свою машину. Я и сейчас боюсь, но не тебя. Я боюсь, что если проеду мимо сейчас, то однажды тоже стану тенью. Пойдем, просто попробуем. Если не понравится, я сам отвезу тебя обратно к этому столбу. Обещаю». Старик замер. Он долго смотрел на пакет с супом, на протянутую руку Михаила, на свет фар вдали. А потом он сделал шаг, маленький, неуверенный шаг из лесной тьмы на асфальт дороги. Василий Семенович сделал еще один шаг к машине, и Михаил увидел, как сильно того бьет дрожь. Старик подошел к открытой дверце Нивы. След плафона в салоне показался сейчас ослепительно белым, хирургическим. В этом свете старик выглядел еще более неуместным. Комок грязного тряпья на фоне чистых чехлов и семейных фотографий, приклеенных к приборной панели. «Садись», — мягко сказал Михаил. «Тут печка, согреешься». Старик протянул руку, коснулся пальцами края сиденья, но тут же отдернул их, словно обжегся. Он заглянул внутрь машины, и в его глазах Михаил увидел не просто страх. Это был ужас запертого зверя. Запах салона, смесь дорогого табака, освежителя горной свежести, духов Елены был для него запахом чужого, агрессивного мира. «Не могу», — прошептал Василий Семенович. «Задохнусь я там, в коробке этой. Не могу». Он попятился. Михаил попытался выйти, чтобы придержать его, но старик, издав гортанный, почти птичий крик, развернулся и бросился в чащу. Пакет с вещами так и остался лежать на валуне. Через секунду только хруст веток напоминал о его присутствии. Михаил стоял у машины, чувствуя, как холод пробирается под куртку. Попытка спасти обернулась провалом. Он понял, что нельзя просто забрать человека из леса, как брошенного котенка. Лес уже пророс в Василия Семеновича, стал его кожей. Домой Михаил вернулся поздно. В гостиной горел свет. Елена читала книгу, Юля что-то увлеченно печатала в ноутбуке. Атмосфера была такой привычной, такой уютной, что Михаилу на мгновение стало тошно. «Лена, Юль!» — начал он, не снимая куртки в прихожей. «Я хотел спросить, как бы вы отнеслись, если бы у нас в летней кухне кто-то пожил? Ну, временно. Человек в беде». В комнате повисла тишина. Елена медленно отложила книгу и посмотрела на мужа так, словно проверяла, нет ли у него температуры. «Миш, ты о чем?»
— осторожно спросила она. «О ком человеке? О каком-нибудь бродяге?» «Ну, вроде того. Старик один. Живет в лесу, замерзает». «Пап, ты серьезно?» — Юля оторвалась от экрана. «Пустить в дом незнакомого человека из леса? А если он болен? Или, ну, знаешь, психика у таких людей не в порядке? Это просто небезопасно». «Он не опасен», — глухо сказал Михаил. «Он просто одинокий. Ему некуда идти». «Слушай», — Елена встала и подошла к нему, понизив голос. «Я понимаю, ты у нас добрый, но у нас здесь семья, у нас дочь. Мы не можем превращать дом в приют для бездомных. Есть социальные службы, полиция. Давай мы просто соберем какие-нибудь вещи и отвезем в город в благотворительный фонд». «Он не поедет в фонд», — вдруг сорвался на крик Михаил. «Он умрет там, в лесу, понимаете? Прямо у нас под боком». Юля вздрогнула от его крика. Грей в прихожей заскулил и спрятал голову в лапы. Елена отступила на шаг. Ее лицо стало холодным и замкнутым. «Михаил, ты ведешь себя странно последние дни. Давай закроем тему. Мы не будем никого селить в нашем дворе. Это не обсуждается». Михаил посмотрел на жену, на дочь. Он видел в их глазах не злобу. Нет. Это была обычная, здравая логика людей, которые защищают свой маленький, благополучный мирок. Но именно эта логика сейчас казалась ему страшнее любого лесного призрака. Он молча развернулся и вышел на задний двор. Он зашел в летнюю кухню. Там пахло пылью и сушеной мятой. Он посмотрел на буржуйку, которую собирался растопить для Василия Семеновича. Михаил сел на старую табуретку и закрыл лицо руками. Он понял. Он застрял посередине. Для семьи он стал странным, почти чужим из-за своего милосердия, а для старика из леса он все еще оставался частью того самого мира коробок, который Василий Семенович так отчаянно избегал. В ту ночь Михаил впервые почувствовал, что его дом — это не крепость, а клетка. Очень красивая, теплая, дорогая клетка. Утро в доме началось в звенящей тишине. Михаил слышал, как на кухне звякают чашки. Елена и Юля завтракали, негромко переговариваясь, но как только он переступил порог, голоса стихли. Это была не та враждебная тишина, которая предвещает скандал, а тишина опасливая, какую хранят рядом с тяжело больным или безумцем. «Кофе будешь?» — спросила Елена, не поднимая глаз от планшета. «Да, спасибо». Он сел на свое привычное место. Все было как всегда. Солнечный луч падал на полированную поверхность стола, от Юли пахло дорогим шампунем, на стене тикали старинные часы. Но Михаил чувствовал себя здесь туристом. Его мир, тот, где нужно было беспокоиться о цвете штор или о том, какой сорт сыра купить на выходные, вдруг показался ему картонной декорацией. «Пап, ты сегодня пораньше вернешься?» — спросила Юля, рассматривая свой маникюр. «Маме нужно в торговый центр, а у меня машина в сервисе». Михаил посмотрел на дочь. Она была красавицей, его гордостью, но сейчас он видел в ней только отражение того комфорта, который он строил годами. «Постараюсь», — сухо ответил он. Весь день в офисе Михаил чувствовал себя шпионом в тылу врага. Он смотрел на своих коллег, ухоженных, энергичных, уверенных в своем будущем, и думал о Василии Семеновиче, о том, как тот сидит сейчас в сырой яме или под корнем дерева, прижимая к себе сверток. Кто из них двоих был более настоящим? Старик, который принял свою нищету и одиночество, или Михаил, который прятал свою пустоту за кожаным креслом и нивой? Вечером он не поехал в торговый центр. Он позвонил Елене и сказал, что задержится на объекте. Ложь далась ему удивительно легко. Вместо этого он заехал в магазин для охотников, купил самый дорогой и теплый спальный мешок, выдерживающий 40-градусный мороз, газовую горелку с запасом баллонов и плотный брезентовый тент. Он понимал, если старик не идет в дом, дом должен прийти к нему. Но не в виде стен, а в виде тепла. Когда он подъехал к лесу, было уже совсем темно. Михаил вышел из машины, нагруженной сумками. Он не стал звать. Он просто пошел по слеву, который заприметил вчера. Метрах в 50 от дороги, в самой гуще бурелома, он наткнулся на некое подобие жилища. Это была яма, прикрытая лапником и кусками старого линолеума. Изнутри пахло прелой листвой, дымом и чем-то кислым. «Я принес вещи», — тихо сказал Михаил, оставляя сумки у входа.
«Это не коробка. Это просто, чтобы ты не замерз. Завтра будет снег». Из ямы донеслось прерывистое дыхание. Старик не показался, но Михаил чувствовал его взгляд, настороженный и неверящий. «Я не потащу тебя в деревню, Василий Семенович», — продолжал Михаил, присаживаясь на корточки. «Прости, что напугал вчера. Я сам не знал, что творю. Думал, так правильно. А правильно это, чтобы тебе было не больно». Он посидел так еще минут 5, слушая шорохи леса, потом встал и пошел обратно. Когда он уже почти вышел к дороге, он услышал за спиной шорох. Старик выбрался из своего убежища. Он стоял на фоне черных стволов, крошечный, почти прозрачный в лунном свете. «Михаил!» — окликнул он его. Михаил обернулся. «Ты зачем это делаешь? Тебе же дома не сладко теперь будет. Я же знаю. Люди не любят таких, как я. От нас холодом тянет». «А я и так мерзну, Василий Семенович», — ответил Михаил. «Даже когда печка на полную натоплена. А когда помогаю тебе, согреваюсь». Он вернулся домой поздно. Елена ждала его в гостиной. «Где ты был?» «Я был в лесу, Лен». «Ты сходишь с ума, Миша. Ты разрушаешь нашу жизнь ради какого-то призрака. Ты стал чужим в собственном доме. Юля плакала сегодня. Она тебя боится». Михаил подошел к окну и посмотрел на отражение своей уютной комнаты. А за стеклом была темнота и лес, и где-то там старик разворачивал новый спальный мешок. «Я не схожу с ума», — сказал он, не оборачиваясь. «Я просто впервые за 40 лет проснулся, и мне не нравится то, что я вижу в зеркале». Елена встала и молча ушла в спальню, плотно закрыв за собой дверь. Михаил остался один в гостиной. Он сел на диван, и впервые за долгое время ему не хотелось включать телевизор или проверять почту. Он понимал, что его прежняя жизнь дала трещину, которую уже не заклеить. Он принял Василия Семеновича, но цена этого принятия оказалась огромной. Его собственная семья стала считать его изгоем. Прошло 3 дня. Наступили первые настоящие заморозки, и небо, наконец, прорвалось колючей снежной крупой. Михаил не находил себе места. Дома с ним говорили только по делу, взгляды жены стали прозрачными и холодными, как лед на лужах. Он чувствовал, что должен сделать последний шаг, либо окончательно перетащить Василия Семеновича в тепло, либо признать поражение. В тот вечер он не поехал домой. Он свернул на обочину у того самого столба, даже не заглушив мотор. Фары Нивы высветили летящие хлопья снега. Михаил схватил фонарь и, проваливаясь в свежий снег, бросился в чащу. Его сердце колотилось. Как он там? Успел ли согреться? Не засыпало ли его яму? Он выбежал на ту самую поляну, где был бурелом и стояла лачуга из линолеума. Михаил замер. Фонарь дрогнул в его руке. Поляны не было. Вернее, она была, но она выглядела так, словно здесь десятилетиями не ступала нога человека. Могучие ели стояли плотной стеной, их ветви были девственно покрыты снегом. Никакой ямы, никаких следов копоти, ни примятой травы, ни обломанных веток малинника. Тишина в лесу стала абсолютной, давящей на барабанные перепонки. «Василий Семенович!» — крикнул Михаил, и его голос тут же утонул в пушистом снегу, не дав эха. Он бросился вперед, туда, где, как он точно помнил, был вход в убежище. Он начал разгребать снег руками, надеясь наткнуться на линолеум или ветки лапника. Но под снегом была только ровная, промерзшая земля, покрытая старыми иголками. И тут луч фонаря выхватил нечто инородное. Посреди этой первозданной чистоты, аккуратно сложенные на поваленном стволе дерева, лежали вещи. Тот самый дорогой спальный мешок, газовая горелка, термос и старая куртка Юли, которую Михаил отдавал первой. Он огляделся вокруг. Ни единого следа на свежем снегу, только его собственные глубокие борозды, ведущие к дороге. Старик исчез, словно его и не было. Словно лес просто впитал его в себя, оставив Михаилу эти вещи как свидетельство того, что он не сошел с ума.
Михаил сел на ствол дерева рядом с вещами. Он не чувствовал страха. Напротив, в этот момент его накрыло странное звенящее спокойствие. Он понял. Василий Семенович не был человеком, которого нужно было спасать, в привычном смысле слова. Он был уроком. Он был тем самым маленьким человеком внутри самого Михаила, который прятался в лесу его собственной души, заваленный отчетами, кредитами и фальшивыми улыбками. Старик ушел, потому что Михаил его признал. Михаил его увидел. Михаил его согрел. И теперь лесному призраку больше не нужно было мерзнуть на обочине. Михаил собрал вещи. Когда он въехал во двор своего дома, свет в окнах уже не казался ему чужим. Он вошел в дом. Елена сидела на кухне, Юля была рядом. Они обе обернулись, готовые к привычному напряженному молчанию, но Михаил просто положил старую куртку дочери на стул и сел напротив жены. «Его больше нет», — тихо сказал он. «Кого?» «Старика. Он ушел, и его дома больше нет. Ничего нет». Он посмотрел на жену, и в его глазах она впервые за долгое время увидела не усталость и не раздражение, а ту глубину, в которую когда-то влюбилась. «Простите меня», — сказал Михаил. «Я так долго пытался построить этот дом, что забыл, как в нем жить. Я все время куда-то ехал, а сегодня я приехал». Юля подошла и осторожно коснулась его плеча. «Пап, ты какой-то другой». Он улыбнулся и впервые за эти дни почувствовал, что в его груди, там, где раньше был холодный лесной туман, наконец-то стало тепло. За окном шел снег, укрывая дорогу, лес и все то, что Михаил оставил позади. Теперь он будет смотреть не в зеркало заднего вида, а вперед. Ведь иногда нужно увидеть призрака на обочине, чтобы, наконец, заметить тех, кто сидит с тобой за одним столом.